Привет! Тема «Война за Влёру» или «Война 1920 года». Очень кратко. Причиной войны за Влёру стали территориальные претензии Италии на Албанию. Итогом стала победа Албании. И произошли следующие изменения. Итальянские войска были выведены с территории Албании, кроме острова Сазани, оставшегося под итальянским контролем. Война за Влёру или война 1920 года была серией сражений между итальянскими войсками, расположенными по всему региону Влёра в Албании. Подчеркну, это связано с итальянским протекторатом. Итальянский протекторат над Албанией был установлен королевством Италия во время Первой мировой войны в попытке обеспечить де юре независимую Албанию под итальянским контролем. Он существовал с 23 июня 1917 года до лета 1920 года и албанскими повстанцами, которые были разделены на небольшие группы бойцов. Война длилась 3 месяца до заключения перемирия. Это оказало большое влияние на борьбу Албании за защиту своих территорий, в то время как границы будущей Албании обсуждались на Парижской мирной конференции. Война за Влёру рассматривается как поворотный момент в установлении независимости Албании. Перед вступлением в Первую мировую войну в качестве союзника Антанты королевство Италия подписало секретный Лондонский договор 1915 года. Здесь, думаю, стоит пояснить Лондонский договор или Лондонский пакт 1915 года. Это секретное соглашение между Италией и странами Антанты, подписанное в Лондоне 26 апреля 1915 года представителями Италии, Великобритании, Франции и России. Определяло условия вступления Италии в Первую мировую войну. Италия обещала объявить войну Германии и Австро-Венгрии в течение месяца в обмен на некоторые территориальные приобретения в конце войны. Обещанные территории Албании и Италии рассматривались в статьях 6 и 7 договора. В общем, статья 6. Италия получит полный суверенитет над Влёрой, островом Сазани и прилегающей территорией. Статья 7, получив Тренто и Истрию по статье 4, Далмацию и Адриатические острова по статье 5, а также Влёрский залив, Италия обязуется в случае образования небольшого, автономного и нейтрализованного государства в Албании не противодействовать возможному желанию Франции, Великобритании и России поделить северные и южные районы Албании между Черногорией, Сербией и Грецией. Южное побережье Албании должно быть нейтрализовано. В 1920 году на Парижской мирной конференции союзники долгое время не могли определиться по поводу границ Албании, но при этом не подвергали сомнениям права Италии на Влёру. Премьер-министр Франческо Нити ожидал, что союзники поддержат присоединение албанских земель к Италии, то есть он надеялся получить мандат на остальную часть страны в соответствии с секретным Лондонским договором. Война началась 4 июня после того, как итальянский генерал Сеттимо Пьячентини отказался передать Влёру албанскому правительству. До этого Албания вынудила большую часть итальянских оккупантов покинуть страну. Ахмед Зогу сделал ряд заявлений. Албанское правительство не признавало претензий Италии и не желало идти на уступки. 4 июня оно потребовало от Италии отказаться от претензий на Влёру и передать управление городом и областью Албании, на что генерал Сеттимо Пьячентини ответил отказом. Албанцы объявили о создании Национального комитета обороны под руководством Кязима Коцули и стали собирать добровольцев для защиты своих земель. Командиром отряда численностью в 4000 человек стал Ахмед Лепеница. Албанские повстанцы были плохо вооружены, не у всех было огнестрельное или даже холодное оружие. Кто-то вооружался палками и камнями. Им противостояли 20 000 обученных итальянских солдат, вооруженных артиллерией и имевших поддержку с моря. Албанцы завязали бои в регионе Влёра, а вскоре мятежников поддержали и добровольцы из других крупных албанских городов. Стремительный натиск албанцев не позволил итальянцам перебросить подкрепления, а мятежники взяли город Влёра в осаду. Моральный дух итальянских солдат упал. 2 августа 1920 года Италия подписала договор с Албанией и согласилась вывести свои войска и отказаться от претензий на Влёру. 5 августа было объявлено о прекращении огня, что положило конец вооруженным столкновениям. После 3
месяцев военных действий между итальянским и албанским правительствами было подписано соглашение о перемирии. Оно содержало следующие основные положения. Первое положение. Итальянское правительство полностью признало независимость, территориальную целостность и суверенитет Албании в пределах границ, определенных в 1913 году. Второе положение. Итальянское правительство отказалось от своего протектората, провозглашенного в 1917 году, а также от оккупации управления Влёры и ее внутренними районами, отказалось от всех претензий к Албании и от любого вмешательства в албанские политические дела и отказалось от идеи мандата над страной. Третье положение. Итальянское правительство согласилось вывести свои военные материалы из Влёры и ее внутренних районов, эвакуировать все свои запасы на материковой части Албании и в кратчайшие сроки репатриировать итальянские войска, фактически дислоцированные во Влёре и на побережье, и все свои силы, все еще остающиеся в других частях албанской территории. Италия сохранила за собой постоянное владение только островом Сазани. Четвертое положение. Состоялся обмен пленными, освобождение арестованных лиц в рамках общей взаимной амнистии и урегулирование нерешенных вопросов, касающихся частных интересов албанских и итальянских подданных. Это был первый дипломатический пакт между Албанией и иностранной державой. Албания использовала все свое влияние, чтобы добиться полного и безоговорочного признания западными державами независимости Албании в границах 1913 года. Думаю, на этом все. Всего доброго.